Всем привет, друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня у меня очень вкусные заварные блинчики на кефире. Простой, вкусный, доступный рецепт обязательно возьмите себе в копилочку. К блинам я приготовила вот такое солнечное, очень вкусное апельсиновое, не знаю что. Это не варенье, это не конфитюр, это не джем, это больше похоже на апельсиновый кисель, но очень вкусный. Если вас интересует, что это, то в конце видео можете посмотреть. Если вы не любите варенье, джемы, то можете не смотреть, посмотрите рецепт блинов. Блинчики получаются удивительные. Посмотрите, какие красивые, вкусные. А вот с таким солнечным лакомством, думаю, что будет очень вкусно. Но это мы оставим за кадром. А вы смотрите рецепт и приготовьте. Я знаю, что это очень вкусно. И, кстати, из этого количества получается 20 блинов диаметром 24 сантиметра. Поехали готовить. Друзья мои, вот здесь у меня 320 грамм просеянной муки высшего сорта. Добавляю 2 яйца, 7 грамм соли, 25 грамм сахарного песка, 10 грамм разрыхлителя для теста и 500 миллилитров кефира комнатной температуры. Все буду взбивать миксером, а вначале перемешаю. Друзья мои, на столе у меня стоит крутой кипяток. За то время, пока я буду взбивать вот эту массу, он немного подостынет. Сразу крутой кипяток не наливайте, иначе сварятся яйца. Взбивать буду в течение 2 минут, а дальше тонкой струйкой вливать кипяток и заваривать тесто. В самом конце добавлю растительное масло. Тесто готово. Обязательно зачищаем стенки, чтобы они у вас не покрылись корочкой. Проходим по дну, проверяем, вся ли мука размешалась. Вот такой консистенции получается тесто. И сразу идем обжаривать. То тесто, которое в составе содержит разрыхлитель или соду, не должно стоять. Друзья мои, начинаем печь блины. Все как обычно. Разогреваем сковородку на среднем огне. Выливаем блинную массу. Перед каждым блинчиком не забывайте перемешивать блинную массу. Распределяем по всей поверхности. И ждем, пока поверхность станет матовой. Друзья мои, стала поверхность матовая, переворачивайте блин. Если поверхность стала матовая, а блин с той стороны вообще не подрумянился, значит добавляйте огонь. Если у вас блины горят, а поверхность вот здесь еще сырая, значит у вас очень сильный огонь. Регулируйте сами. Друзья мои, обычно с каждой стороны блинчик обжаривается не дольше 15 секунд. И снова перемешиваю блинную массу. По первому блину вы уже определитесь, какое количество теста вам необходимо наливать на сковородку. Смотрим, поверхность стала матовая. Переворачиваем и с другой стороны не дольше 15 секунд. Можно посмотреть, в какой стадии ваш блинчик. И добавить огонь при необходимости. Если вдруг у вас масса густоватая, вы можете разбавить смело кипяченой водой. Понемногу наливайте по 2-3 столовые ложки и определитесь. Сейчас я вам покажу. Вот я пеку, и блинная масса у меня вот такая, жидкая. Красотки! Друзья мои, по этому рецепту получаются очень вкусные блины. Их можно начинять любой начинкой. Если вы правильно настроите огонь, то блины пекутся не больше 20 секунд. Это очень быстро испечь вот такую партию блинов. У нас на канале с Петровичем есть плейлисты, в которых несколько рецептов разных блинов, которые я готовлю в течение жизни. Это удачные рецепты. По ним у вас обязательно получатся блинчики, легко снимутся со сковородки, будут вкусные. В них сбалансирован вкус, потому что достаточно соли и сахара. Обязательно воспользуйтесь. Я сейчас допеку и скажу, сколько блинчиков у меня получилось. Друзья мои, к таким блинчикам иногда я готовлю апельсиновое лакомство. Вот здесь у меня полная столовая ложка кукурузного крахмала. Это 25 грамм. А здесь 250 грамм. Это 2 средних апельсина, с которого я сняла верхнюю кожуру вместе с белой частью. Остались вот такие голые апельсины. Перепонки не убираю и режу мелким кубиком. Вот здесь весь сок, который выделился. В крахмал добавляю, буквально столовую ложку. И перемешиваю, потому что крахмал лучше всего расходится в холодной воде, а в горячей он возьмется у вас комочками. Если у вас очень мало сока в апельсинах, то сюда в крахмал добавьте столовую ложку обычной воды из чайника, но холодной. Все, вот такая у нас должна получиться кашица. Отставим в сторонку. Апельсины, как я сказала, 250 грамм вместе с соком я выливаю в сковородку. Обязательно в сковородку, площадь испарения больше. Добавлю 250 грамм сахарного песка. Сахар к апельсинам берем 1 к 1. На среднем огне буду разогревать до растворения сахара.
Масса закипела, сахар растворился. Сразу добавляю 1 чайную ложку цедры апельсина. Апельсины обязательно хорошо вымойте, потому что они обрабатываются и сверху может находиться какая-то химия. Вытрите сухим полотенцем и снимите верхнюю часть цедры, не затрагивая белую часть, иначе она будет горчить. Вот здесь у меня чайная ложка. Это цедра практически с 1 апельсина. Перемешиваю и буду варить на среднем огне, но так, чтобы видно было, что масса кипит в течение 5 минут. Во время приготовления не забывайте перемешивать. Если вам попались апельсины, но вообще не сочные, добавьте 2-3 столовых ложки воды из чайника. Друзья мои, вот эта масса с крахмалом должна быть вот такой консистенции. Чуть гуще, чем обычный 1% кефир. Если она у вас такая не получилась, разбавьте обязательно холодной водой из чайника. Она должна быть вот такой. Через 5 минут выливаю крахмал, перемешиваю и буду варить, непрерывно помешивая, в течение 3 минут, пока масса загустеет. При желании можно добавить грамм 10 сливочного масла. Обязательно перемешивайте, чтобы ваше варенье не схватилось комочками. После добавления крахмала время готовки займет 3-4 минуты. Долго не варите, иначе оно очень сильно загустеет. При остывании оно еще загустеет. Убираю огонь на минимум, еще немного размешаю, потому что масло сливочное должно полностью раствориться. Все, вот такая консистенция должна быть. Учитывайте, что во время остывания эта масса еще немножечко застынет. Посмотрите. Все, выключаю. Запах стоит на всю квартиру. Это очень вкусно. Вот ваши дети это точно оценят по достоинству. Перекладываю в отдельную посуду, пусть она в ней и охлаждается. Друзья мои, посмотрите, какое солнечное лакомство получилось. Это не джем, это не конфитюр и не варенье. Это больше похоже на кисель из апельсинов, но очень вкусный кисель и удивительным образом сочетается с блинчиками. Всем приятных выходных дней и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!